Всем привет! Итак, сегодня мы с вами поговорим о человеческих проекциях. Совершенно неожиданно для себя. На днях я оказалась в компании небольшой, где было 3 девочки и 3 мальчика. То есть 3 женщины и 3 мужчины. Одна девочка была египтянка, другая из Сирии и третья, по-моему, из Ливана. И вот они были со своими мужчинами. И, значит, как-то так получилось, что они втроем умудрились приревновать, причем серьезно. Ну, конечно же, для меня это удивительно. Почему? Потому что люди, на самом деле, они не знают, как я по-настоящему думаю, мои предпочтения, мои нравы, какие мужчины мне нравятся, с кем я могу взаимодействовать. Знаете, у меня никогда не было какого-то недостатка внимания, недостатка общения и недостатка мужчин. С 6 лет я в спорте. Отец мой работал директором спортивной школы, и я к нему приходила, тренировалась у разных тренеров, и футбол, и волейбол, и баскетбол, и гандбол. Перетренировалась у всех, потом пошла рядышком в школу по плаванию. То есть я с 6 лет в спорте. Итак, на минуточку, я росла среди красивых, подтянутых, прикольных, с прекрасным характером мужчин, тренеров, те, которые ходили тренироваться. То есть вы понимаете, что это отдельная категория людей. Потом я закончила школу и поступила в институт физкультуры. Там еще больше отобранные общества, то есть все ребята красивые, подтянутые. То есть там нет каких-то таких непонятных людей, потому что эти непонятные люди, они бы не смогли в институте физкультуры задержаться. Это было очень серьезно, институт физкультуры. Там 20% каждый год отсчитывали, кто не хотел учиться. Причем, что нужно отметить, они не брали деньги, то есть их невозможно было подкупить. Поэтому мы учились, помогали друг другу, поддерживали друг друга, всегда заступались друг за друга, потому что было сложно, было непросто, и это было очень такое время напряженное. После института физкультуры, сразу буквально через 2 дня я приехала к родителям в Московскую область навестить их. И как раз там начался бум фитнес-клубов. И я быстро сориентировалась, прошла повышение квалификации в Московском университете, где мне все оставили автоматом, потому что, наверное, они понимали, что закончить институт физкультуры Львовский – это, спецназ. Потом я пошла работать тренером. Проработала очень много лет. Я работала в разных клубах, потому что мне даже в одном было как-то скучно, мало. И тоже я там проводила время среди прикольных, классных, спортивных, подтянутых мужчин. Своего отца никогда в жизни не видела ни пьяным, ни курящим сигарету, ни употребляющим вещества, изменяющие сознание. Хорошо, теперь вопрос. Дорогие девочки, почему вы решили, что я на ваших прокуренных мужчин могу обратить внимание, действительно? И, конечно же, я не могла вам сказать, не могла вас обидеть, так что я бы с такими мужчинами не осталась даже бы чаю попить. Почему? По определению, потому что это не мои люди. Надеюсь, я вас убедила в том, что мне ваши мужчины не интересны, у вас нет ни единого повода переживать, как-то волноваться, они мне просто не интересны, не могут быть интересны, потому что они не мои мужчины. Маленькая вставочка. Когда Маркус был маленький, нас пригласили сниматься в рекламном ролике известного бойца без правил Джона Джонсона. Проснулись в 5 часов утра. Без 15:06 уже вызвали такси. Маркус в полусонном состоянии. Друзья, всем привет! Сегодня 27 число, у нас первый день съемок. Маркус там еще спит в колясочке, он в черной. Мы пришли где-то без 15:08, 8 часов, начало, всех движений. Спит еще.
Marcos. Hi, Marcos. Оплата остается потом? Рабочий процесс. Перенесем вас отдельным кадром. Мне нравится, у меня зубы так стали Да, выделяться. белые зубы. Белые. Вы наша мама, в общем, да? Да. Да, да. Ну там типа не так следишь. Странные, но одинаковые. А как у нас это? Дэнь, смотри. Такая интересная краска вообще. Первый раз себя почувствовала сегодня белой. Да? Ну да. Светлой. Конечно, мы общались с ним, там после съемок еще там пошли в кафе, пообщались все вместе. Очень приятные люди, очень приятная компания. Люди действительно, которые себя реализовали, они прикольные, простые. У них нет вот этих приступов мании величия. Маркус общался с ним, и я видела, как он общается с детками, с людьми. Очень такой прикольный, адекватный человечек. Вот. Семейный, классный. Но там всех актеров переодевали в другую одежду, ну, как бы снимали детство Джона Джонсона. Он вышел в другой одежде. И я как посмотрела на него, у него такое тело совершенное, прикольное, такая энергетика мощная. И я посмотрела так на него, и он понял, насколько я восхищаюсь. Мы так обменялись мило взглядами, ну, потому что он уловил эту искру, это вот такое восхищение истинное женское. Hey, dude, do you want to put that in your bag? Very cute. No man speak English. Marcos. Marcos. Hi, Marcos. Нет. Okay. Привет, Marcos. Marcus, your brother, big brother. He said it's your brother. It's your big brother. It's your big brother. Big brother. Brother. Машина. How old is he? 3? 2 and 9. Oh. He's big. He's big. You big? Нет, больше Нет. What is it? He speaks little English and little Russian. Together. Ah, nice. That's good. Oh. Monster truck. Later, buddy. Bye. Нет, маленький. We'll come back. Ну вот такими мужчинами я могу восхищаться. А с чего вы взяли, что я вот тут могу восхищаться прокуренными вашими мужчинами? Ну с чего вы взяли? Но вы только представьте, что я испытываю, когда я считываю. Я же очень серьезно считываю информацию. Я смотрю на человека, я понимаю, о чем человек думает. То есть полностью считываю, понимаете? Его мыслительный процесс, его характер примерно. Всю вот эту информацию я впитываю. Вот почему я не люблю ходить в клубы, где очень много людей, потому что я слишком много набираю информации, ненужной мне. Еще по поводу проекций. Как-то много лет назад, это только я приехала, получается 7 лет назад, я общалась с одной девочкой. Такая она девочка, любительница мужчин. И вот она знала многих мужчин с Каира, с других городов. А это как раз была корона. Говорит: Виктория, давай я тебя познакомлю с мужчинами. Такие мужчины приедут с Каира. Вот мы идем на море, давай с нами. Она говорит: ты еще таких не видела. Никогда не видела. Я думаю: Господи, это как так вот сказать человеку, что ты еще таких не видел? Странно как-то.
учитывая все то, что я росла среди вот такого спортивного, прикольного общества, и сказать, что я таких не видела. Слово об этих мужчинах. Так я с ними беседую. А она говорит, представляешь, вот того мужчину бросила жена, он ей подарил такую машину крутую, а она взяла и уехала в Россию с детьми. Ну, знаете, так женщины устроены, если мы находимся со своим мужчиной и его любим, уважаем, и это действительно наш мужчина, ну, не ошиблись, наш мужчина, с которым вот хорошо, комфортно. Женщины не уезжают, не бросают. Люди уходят в одном случае, если они поняли, что человек не их. Ну, невозможно создать отношения. Вот, нет гармонии, ничего нет. Женщина это осознала, поздновато, конечно, но такой у нее жизненный путь, и уехала. А мне сразу интересно стало, почему. Ну вот, я думаю, сейчас я выясню. И, значит, там были люди, все общаются, что-то уже там себе они выпили немножечко. Ну и там такие разговоры зашли про разные. И он говорит, этот мужчина, вот я люблю прям секса 3 раза в день. 3 раза в день. Прям мне нужно вот систематически 3 раза в день. И он говорит, я прям не могу, мне сразу плохо, мне нужно 3 раза каждый день, 3 раза, и утром, и ночью, и днем еще, вот 3 раза каждый день. А потом там пошли плавать, ну, а я с ним сижу, общаюсь, говорю, а ты какой вот любишь секс, ну, какие виды, говорю, интересно, говорю, мне так все интересно в жизни. А он с удовольствием рассказывает, говорит, ну, люблю там всякие игрушки применять туда-сюда. Я говорю, какие игрушки? И типа плетку? Он говорит, да, говорит, я люблю наручники, прицепить с наручниками и так далее. Там он много всего рассказывал еще. На самом деле он ее насиловал. Вот эти наручники одевал, привязывал и насиловал. Может быть, еще там по-разному издевался. Просто женщине было стыдно сказать подругам, сказать людям, что ее насилуют. 3 раза в сутки с ней занимаются сексом, по сути, без ее согласия. 3 раза в день сексом заниматься может только психопат. Для нормальной психики это слишком много. То есть у психопата очень много агрессии, очень много садизма. И во время секса он вот это все реализует. Потому что можно и ударить, и схватить, и зажать, и рот закрыть, и плеткой ударить, и издеваться, то есть заниматься сексом тогда, когда женщина не хочет. Нет, ты моя жена, будет секс. Это же насилие. Когда вы ответили нет, но человек продолжает действие, это же насилие. Это же насилие. И вот так он ее насиловал, пока она просто не сбежала с детьми в Россию и навсегда забыла о Египте. А девочкам тут ей было неудобно сказать, она стеснялась, понимаете? Вот. А все девочки говорят, о, купил такую машину, ай-яй-яй, а она дура сбежала. Какая нехорошая женщина. Это хорошая женщина, просто она не могла это насилие терпеть. А второй мужчина, вижу, все пьют, а он не пьет. Я говорю, а ты почему не пьешь? Он говорит, я не пью уже 18 лет. Я говорю, а это с чем связано? Не пью. Не пью, потому что был один нехороший случай, и я понял, что больше нельзя пить мне после этого. А я сейчас объясню, почему. Ну, а в процессе общения я ему задавала вопросы еще, но мне же интересно, почему человек не пьет. Я заметила в его глазах такую долю садизма. Прям вот ненависть такая на несколько секунд. Я вам скажу, почему он не пьет. Потому что он может побить, убить, потому что он перестает контролировать себя. Плохой контроль эмоций. Это тоже психопатия. Вот. И он понял, что если он будет пить, он кого-то побьет, изуродует, убьет. И поэтому человек решил, что лучше отказаться от алкоголя, нежели сидеть в тюрьме. Вот, так что вот такие мужчины всего лишь были, а мне, как предоставила эта девушка, боже, ты еще с такими не общалась, Виктория, не общалась, ты таких никогда не видела. Конечно, не видела, потому что я общалась в другом обществе, а с такими я бы никогда не столкнулась в жизни, если бы вот не она. А вообще, знаете, если говорить о человеческой проекции, то что я хочу сказать? То, что
Когда вы общаетесь с каким-то классным человеком, он проектирует на вас свои качества человеческие. Когда вы общаетесь с нарциссом, психопатом, он на вас проектирует свой страх, свой гнев, свою ярость и будет погружать на вас, вернее, выгружать на вас. Вот. Когда вы беседуете с каким-то мудрецом, он будет тоже на вас смотреть через свое окошко любви, через свое окошко человечности, и вам будет очень приятно с таким человеком общаться, потому что он вас будет прекрасно понимать. Поэтому выбирайте людей, с какими вы общаетесь, выбирайте круг общения, это очень важно. Пусть у вас будет 2-3 человека, но классных, настоящих, которые вас не будут обсуждать за спиной, которые будут защищать вашу честь и достоинство, даже если вас не будет рядышком. Выбирайте классных людей, человечных, простых, реализованных, воодушевленных жизнью, идеями, которые любят жизнь, страстных. То есть вот, дружите с хорошими людьми, и ваша жизнь тоже будет хорошая. Вот, желаю вам добра, любви, счастья, взаимопонимания. Всех благ вам. Подписывайтесь на канал, следите за моими видео. Со мной всегда интересно. Чуть не забыла. Дорогие друзья, вы же знаете, что у меня есть хобби. Я люблю вязать. Вот. В данный момент я связала платье. Вы можете его приобрести. Вот. Такая красота с итальянского хлопка. Можно носить как без пояса, так и с поясом. Так что, пожалуйста, приобретайте вот такую красоту. Координаты под видео. Будет у вас вот такая память о вашей замечательной Виктории. Вот это все я связала своими ручками. Так что вот.